Всем здравствуйте, с вами снова Александр Сергеевич, и сегодня мы изучим две последние фигурки, которые нам остались. Это пешка и конь. Итак, начнем. Первой мы изучим пешку. И как обычно, раз я Александр Сергеевич, очередное стихотворение. Слушайте. Вдруг тонкий, но упрямый раздался голосок. Я пешка, ход мой прямо, удар наискосок. А если я дойду до края, мне больше пешкой не бывать. Стою награды выбираю, какой фигуркой лучше стать. Вот такая она пешка. И в этом стихотворении заключены все ее тайны. Всего пешек у каждой из сторон на шахматной доске по 8. И как они будут ходить, зависит от того, где они стоят. Если пешка стоит на начальной клеточке, как в данном примере, эта пешечка белая или эта пешечка черная, то у них есть двойной прыжок. С места вот такой ход может сделать любая пешка, если она не ходила. Если же пешка уже убежала, то у нее есть только ход на одну клеточку. Например, такой ход у белой пешки или такой ход у черной пешки. Но в отличие от всех остальных шахматных фигур, пешки ходят и рубят по-разному. Ходят они прямо, а рубят наискосочек. Немножко похоже на шашки. Но в шашках мы при срубе перепрыгиваем, а в шахматах никаких длинных прыжков не существует. Поэтому эта белая пешка может скушать черную ходом наискосок. А черная, в свою очередь, может скушать белую также ходом наискосок. И также стоит упомянуть, что пешки, которые стоят на начальной позиции, кроме двойного прыжка, имеют еще один вот такой вот коротенький ходик. У пешки много разных тайн. Мы обязательно с вами все раскроем. У нас будет для этого даже специальная тема, которая называется «Волшебные шахматные ходы». Там мы все подробно еще изучим. А сейчас давайте потренируемся нашей пешечкой ходить и рубить. Итак, приступим. Давайте в данном положении подумаем, сколько же у нашей белой пешки существует всяких разных возможных ходов. Мы уже знаем, что нужно посмотреть, на начальной ли клеточке пешка. Действительно, пешка стоит на начальной позиции, на второй линии, поэтому у нее есть двойной прыжок. Кроме того, не забываем, что пешка может не спешить, может делать и короткий шажок. Вот уже два хода получилось. Кроме этого, пешки могут рубить как в одну сторону, так и в другую. Поэтому вполне можно срубить и эту черную пешку, и эту черную пешку. Всего получилось у нас целых 4 хода у одной маленькой пешечки. Достаточно много, хотя и не такое большое разнообразие, как у фигур. Продолжаем. Разберем в данном примере все возможные срубы за черных. Когда мы играем черными, то нужно помнить, что черные идут в обратную сторону. В данном случае черные идут сверху вниз. Поэтому все черные пешки обязательно будут идти сверху вниз. Кстати, у пешек очень есть интересный девиз, который нравится всем ребятам. Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только все вместе. Это означает, что ни одна пешка назад не оглядывается. Пешка – это целеустремленный, смелый воин, который бежит только вперед. Поэтому у черных пешек есть возможность только ходить вперед. И давайте найдем все срубы. Раз пешки черные идут вперед, наверное, можно этой пешечкой взять и срубить? Нет, скажете вы, такой ход невозможен, отменяем. Ни в коем случае это не по правилам. Пешки рубят только наискосок. Может быть, этой пешечкой срубят? Нет, пешки назад не рубят. Для этой пешки вперед будет сюда или сюда. Но здесь никого нет, поэтому давайте поищем для другой. Нашлась одна пешка, вот эта. Она может срубить беленькую наискосочек таким способом. Может быть, этой пешкой можно срубить таким способом? Нет, нельзя.
потому что пешки в бок не рубят, только наискосочек. И только вот эта пешечка может сделать сруб. Кроме этой, еще одна ее соседка может срубить белую пешку вот таким способом. Итак, других срубов здесь невозможно. Всего 3 возможных сруба. Раз, два и 3. И последний закрепляющий примерчик у нас достаточно легкий на сообразительность. Скажите мне быстренько, в какую сторону должна пойти белая пешка, чтобы срубить больше. Конечно же, вправо. Здесь черных пешечек гораздо больше. Их раз, два, три, 4. А слева их всего лишь 3. Поэтому будем рубить вправо. Раз, два, три, 4. И наша пешка сыта и довольна жизнью. Вот такая вот незатейливая, маленькая, но интересная пешка. Как сказал один из чемпионов мира, пешка — это душа партии. А почему? Все вы узнаете в свое время. И теперь перейдем к следующей фигурке. Это самая загадочная фигурка на шахматной доске, и называется она конь. Кто-то ее называет лошадь, кто-то коняшка. Ну правильно, конечно же, конь. Вот вам стишок про коня. Прыгнет конь, подковы звяк, необычен каждый шаг. Буква Г и так, и сяк, получается зигзаг. И повадки у лошадки необычные и смешны. Притаится словно в прятке и скакнет из-за спины. Вот такой необычный стишок. Я всегда ребятам рассказываю немножко не так, как все. Многие тренера учат, что конь ходит буквой Г, и дети начинают искать букву Г на шахматной доске. А на самом деле буква Г, получается, может и лежать на голове, и на спине. Ее нужно еще придумать. Самое простое объяснение — это прыг, скок в бок. То есть конь прыгает в любую сторону на 2 клетки и потом резко в сторону. Это делается так. Прыг, скок в бок. А можно таким же способом в другой бок. Прыг, скок в бок. Это мы попрыгали вверх. Можно попрыгать вниз. Прыг, скок в бок. И то же самое вниз и вправо. Прыг, скок в бок. Кроме того, можно прыгать и влево, и вправо. Прыг, скок в бок. Либо прыг, скок в бок вверх. И то же самое в другую сторону. Прыг, скок в бок. И аналогично прыг, скок в бок вниз. Вот таким способом перемещается конь. Кроме того, у него еще есть несколько интересных особенностей. Конь — это единственная шахматная фигура, которой позволено перепрыгивать через свои или неприятельские фигуры. Я еще это называю способность прыгать по головам. Например, если на пути коня встречается какая-нибудь пешечка, допустим, своя или неприятельская, то конь может попрыгать по их головам. Здесь действует правило, которое нужно применять для сруба. И звучит оно так. Где остановился, там и подкрепился. То есть конь скачет прыг, скок в бок и скушает только последнюю пешечку. Вот таким вот способом. Раз и все. При этом остальные пешки остаются живы, и белая, и черная. По их головам прошелся конь, а им ничего. Замечательно. Но теперь, вооружившись таким багажом знаний, давайте с вами потренируемся в укрощении нашего строптивого коня. Итак, вот нам задачка для коня. Целая куча вкусных пешек коню здесь предоставлена. Но скушать он, к сожалению, сможет только одну. Вот ведь не задача. Надо эту одну еще найти. Какая же пешка доступна для того, чтобы конь мог ее скушать? Давайте смотреть. Прыг, скок в бок. Никого. Вверх тоже никого. Прыг, скок в бок. Пусто. В другой бок тоже ничего. Вправо прыг, скок в бок. Пусто. И то же самое в другой бок.
не обнаруживаем пешки, и осталось только вниз. Прыг, скок в бок. Осталось одно направление, и вот эта пешечка достается нашему коню. Как вы можете видеть, очень много конь поскакал по головам, а дотянулся только до одной единственной пешечки. Поэтому нужно быть очень внимательным при обращении с конем. Давайте с вами теперь проберемся конем в его конюшню. Она располагается на клеточке, отмеченной красным цветом. Попробуем прыгнуть через белую пешку. Прыг и в угол. Можно так? Конечно, нет. Наверняка вы догадались, что конь не может остановиться на занятой клетке. Клетка должна быть пустой. Правильный маршрут через клеточку чуть левее. Прыг, скок в бок. И отсюда конь свободно уже доберется до нужного направления. Вот таким вот образом конь допрыгнул за 2 хода до необходимой клеточки. И последнее, что мы сделаем, это накормим нашего коня уже досыта. А то мы ему до этого скормили всего одну маленькую пешечку. Давайте конем скушаем все черные пешки. Здесь могут у вас слегка разбираться глаза. Какую же пешку кушать? Правильный ответ, конечно же, черную, потому что белую пешку конь съесть не сможет. Если вы посмотрите влево или вниз, там никого конь съесть не может. И только вправо или вверх он может попытаться кого-нибудь поймать. Но если конь попрыгает вправо, прыг, скок в бок, то он уткнется своей мордочкой в свою пешку. Поэтому здесь тоже не получается. Первая пешка, которую может съесть конь, это пешка в самом центре доски. Вот эта черная пешечка коню доступна. Раз, и скушал. И далее нужно следить по всем направлениям. Правильный ход здесь будет вниз и вправо. Вот таким вот образом. Раз, два, три. Немножко потоптались по головке своей пешки, но она не в обиде. Скачем и съедаем. Теперь правильное движение будет влево. Вот таким вот образом. Прыг, скок в бок. И еще одна пешечка черная съедена. Теперь уже доска слегка расчистилась, и не составит вам наверняка труда увидеть, что вот до этой пешечки конь может допрыгнуть. Теперь он даже по головам 2 пешек прошел белых, но они не в обиде и только поддерживают своего скакуна, который поедает черные пешки, и от них уже почти ничего не осталось. Осталось 2 пешечки. Раз, вот таким способом, и 2. Все, конь накормлен, и время подводить итоги. Мы с вами узнали сегодня коня и пешку. 2 самые загадочные и хитрые фигурки. Пешки у нас ходят прямо на 1 шажок, а если стоят на начальной позиции, могут двойной прыжок осуществить. Робят же они наискосок. Конь же ходит буквой Г, или по-другому прыг, скок в бок, в любую сторону. Начинает свое движение, прыгает на 2 клеточки и потом резко в сторону на 1. Робит же он всегда на последней клетке. Действует правило: где остановился, там и подкрепился. И также конь обладает способностью перепрыгивать через неприятельские фигуры. Ни одна другая фигура этого не может. Теперь мы с вами знаем все фигуры, и на следующих занятиях уже начнем подробно изучать премудрости этой великолепной игры. До новых встреч, всем спасибо, пока-пока.